Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. В данном видеоролике я вам расскажу и покажу те аспекты обновлений, которые мне понравилось. Начнем с самого приятного. 13 и 14 июля на всех игровых серверах будут действовать акции X4 PD и X4 пополнения счета. А мы перейдем к обновлению. Всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает или пьет чаек. А при регистрации на сервере Arizona Roleplay сервер Сидони, не забывай указывать мани Grand Revival, за это ты получишь 300 тысяч. Также при достижении 6 уровня не забывай указывать мой промокод Пайкмейкер, за это ты получишь 100 тысяч. Первой новостью хотелось бы рассказать о новом легендарном аксессуаре, о видеокарте RTX 490. У данного аксессуара будет уникальный среди всех других аксессуаров характеристики, а именно плюс 12% к шансу крафта охлаждающей жидкости и плюс 8% к шансу крафта смазки к видеокарте. Помимо этих характеристик, надетый аксессуар будет позволять получать по одному биткоину каждый payday. У аксессуара также будет уникальное свойство зарядки. Максимальный заряд аксессуара будет составлять 100%. Каждый раз, когда вы будете заправлять видеокарты охлаждающей жидкостью, и при этом у вас будет надет новый аксессуар, то за каждую заправку в аксессуаре будет проявляться по одному проценту заряда. Каждые 10% заряда видеокарты RTX 490 будет увеличивать шансы успешной заточки видеокарты на 4%. Далее, при каждой попытке заточки видеокарты для майнинга, при любом исходе заряд у видеокарты будет автоматически обнуляться. Накопленный бонус к шансу будет действовать лишь один раз, затем его нужно будет копить вновь. Сам аксессуар можно будет получить путем крафта на верстаке. Предмет современной карты кладов теперь можно будет улучшать до 2 и 3 уровня. Улучшение будет доступно в бизнесе Elixir Master. Для улучшения на каждый последующий уровень вам необходимо будет иметь в инвентаре еще одну современную карту кладов любого уровня. Чтобы попытаться улучшить современную карту кладов, вам нужно подойти к специальному верстаку в бизнесе Elixir Master. Современная карта кладов 2 уровня будет позволять с шансом 5% во время выкапывания любого клада спавнить дополнительный клад в случайной точке на карте. При появлении дополнительного клада вам будет автоматически устанавливаться GPS-метка с координатами, на котором появится данный клад. Информация о местоположении клада будет доступна только вам, однако выкопать его смогут все игроки, у которых есть разрешение на поиск кладов. Современная карта клада с 3 уровня, в свою очередь, будет повышать шанс спавна дополнительного клада с 5 до 15%. Хотим обратить ваше внимание на одну особенность. Шансы на появление дополнительных кладов с каждой улучшенной современной карты кладов. Хотим обратить ваше внимание на одну особенность. Шансы на появление дополнительных кладов с каждой улучшенной современной карты кладов будут суммироваться. Если у вас в инвентаре одновременно будут находиться 2 или более улучшенных современных карты кладов, помимо всех перечисленных нововведений, были также обновлены все старые вопросы в кладах. Теперь для открытия клада необходимо будет отвечать на вопросы по самым разным темам. Обещаем, сложных вопросов, как на завере разработчики, не будет. Вдобавок ко всему были добавлены еще одно не менее важное дополнение. Теперь при выкапывании любого клада с редким шансом вы сможете получить предмет осколка шкатулки кладоискателя. Объединив 5 таких осколков через инвентарь, вы можете получить предмет шкатулка кладоискателя. Такую шкатулку можно будет использовать через инвентарь каждые 48 часов. При использовании вы сможете забирать призы с 3 персональных кладов, доступных через специальное меню. Дополнительно наличные шкатулки для искателя в инвентаре будут позволять вам выкопать клады, используя карты кладов без необходимости покупать разрешение на поиски кладов в обществе кладоискателей. Сотрудникам Центра лицензирования была добавлена довольно интересная система постановки дорожных знаков на улицах всего штата. Данная возможность будет доступна всем сотрудникам, начиная с 3-го ранга. Чтобы посмотреть меню со списком мест, где требуется установки или ремонт дорожного знака, можно будет воспользоваться специальным пикапом в интерьере фракции или нажав на клавишу 2, сидя в новом фракционном автомобиле Chevrolet Silverado. С помощью данного меню сотрудники смогут выбирать из списка доступных городов, в которых расположены дорожные знаки, и узнать место, где их необходимо установить. Чтобы отметить одно из доступных мест, где требуется установка или ремонт дорожного знака, нужно будет сначала выбрать город, а затем в таблице нажать на желаемый дорожный знак, после чего сотрудники автоматически будут устанавливать GPS-метку на выбранное место. Хотим обратить ваше внимание на то, что у каждого дорожного знака могут быть установлены одно из 3 возможных статусов. Установлен, когда дорожный знак установлен и не требует ремонта. Требует ремонта, когда требуется ремонт дорожного знака, его износ превышает 50%. Отсутствует, когда требуется установка дорожного знака.
Теперь поговорим о самом приятном, конечно же, зарплате за ремонт и установку дорожного знака. При установке нового знака сотрудники фракции сможет получить 250 тысяч, а за ремонт знака целых 175 тысяч. Следить за состоянием дорожных знаков нужно будет регулярно, так как если состояние износа всех дорожных знаков в штате будет превышать 50%, то всем сотрудникам центра лицензирования будет установлено ограничение в размере минус 10% на зарплаты в Payday. Если износ превысит 70%, то ограничение будет увеличено до минус 15% от зарплаты. А если износ превысит 85%, то ограничение по ЗП составляет минус 20%. Все ограничения будут автоматически сниматься, когда уровень износа дорожных знаков во всех городах снизится до ниже 50%. Узнать текущий уровень износа всех дорожных знаков можно в меню дорожных знаков. В центре гетто, как и не приедешь, всегда есть народ, с которым можно весело провести время. Дабы увеличить популярность этого места, разработчики добавили занятия игрокам, которые там тусуются. В игре были добавлены новый зал игровых автоматов. Сам зал расположен на пешеходной улице в центре гетто. В сервере есть игроки, которые выносят неоценимый вклад в его развитие всего проекта. Чтобы наградить таких игроков за их заслуги, в игру были добавлены аллеи славы, расположенные в этой аллее за центральным рынком в городе Лос-Сантос. Всего на аллее будет доступно 20 именных звезд, куда Га и Зага смогут наносить игроков за их заслуги перед сервером. С помощью специального меню руководящей администрации будет доступна возможность по выбору одной из доступных звезд, на котором можно будет указать ник игрока и кратко написать его заслугу. Для внесения игрока на аллею славы не нужно будет платить вертами или азакоинцами. Вся процедура будет полностью бесплатной. После внесения игрока на аллею славы его ник и заслуга будет отображаться там бессрочно. Только подумайте, все игроки проекта смогут приходить на аллею славы и наблюдая ваш никнейм на одной из звезд. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Уже по традиции с каждым новым обновлением разработчики продолжают переводить игровые механики на современный и удобный интерфейс. В этом обновлении изменение консольных с меню управления личным имуществом. Теперь управлять собственными домами, квартирами, номерами в отелях и трейлерами может быть с помощью нового удобного интерфейса. Новые меню схожи с ранее добавленным интерфейсом по управлению бизнесами. Все они работают в едином стиле и позволяют наблюдать на экране полный набор инструментов по управлению, без необходимости переключения среди множества диалогов окон для поиска нужного меню. Помимо обновления меню управления недвижимостью, мы также обновили интерфейс на работе машиниста электропоезда и трамвая. Новый интерфейс позволяет отслеживать пройденный путь, наблюдать текущее ограничение скорости, время в пути, а также доход за текущий рейс. Помимо этого был обновлен таксометр на работе таксиста. Он был выполнен в достаточно аутентичном стиле. Благодаря нему вы, как и раньше, сможете отслеживать доход за выполнение текущего заказа. Все новые интерфейсы были тщательно протестированы, будут доступны как с ПК-клиента, так и на мобильных устройствах. Помимо этого, значительно подняли зарплату и доп. Награду за прокачанный навык на работе машиниста поезда и трамвая. В каждом обновлении разработчики помимо ввода больших объемных систем стараются добавить в игру небольшие, но приятные и удобные фишки. В этом обновлении будет добавлено сразу несколько подобных фишек. Одна из этих является удобная анимация прибавления и уменьшения денег в фуде сбоку экрана. Теперь каждый раз, когда у вас будут пополняться или отниматься деньги, вы сможете наблюдать за изменением суммы с помощью удобной анимации. Помимо анимации изменения баланса, для игроков мобильного клиента были добавлены новые всплывающие меню с удобной кнопкой открытия личного транспорта. Меню будет всплывать внизу экрана каждый раз, когда вы будете подходить к личному транспорту. Похожие уведомления с возможностью открывать авто при нажатии клавиши L будут отображаться из ПК-версии игры. К слову о транспорте, теперь при каждом запуске двигателя, включении поворотники, сигнализации, открытия или закрытия транспорта будет проигрываться приятный соответствующий звук. Бригада в игре! В меню крафта стали доступны персонажи некогда популярного сериала «Бригада», а именно Саша Белый, Пчела, Фил и Космос. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Приятная новость для всех бизнесменов, которые владеют закусочными АЗС. Теперь во время взвешивания груза на работе дальнобойщика
переработчики вместе с сэндвичем с шансом 25% игрокам будут выдаваться специальные талоны за скидку в 50% на покупку еды в закусочных и в 25% на заправку транспорта в АЗС. Такие талоны можно будет применять во время покупки еды в любой закусочной заправке транспорта в АЗС. Сами талоны можно будет продавать и передавать другим игрокам. Благодаря ним водители больших грузов будут чаще закупаться едой и заправляться на АЗС. Были изменены системы взаимодействия с амбарами на частных фирмах. Теперь брать инструменты саженцы будут в разы удобнее, так как на замену диалогов пришли новые текст-дравы. Благодаря текст-дравам вам не придется подолгу искать нужный предмет из списка, так как для этого достаточно будет сделать пару кликов. В донат-меню был добавлен новый предмет торговый ключ. Имея данный предмет в своем инвентаре, вам не придется каждый раз покупать ключи для открытия ларцов в магазине 24/7. Стоимость покупки торгового ключа будет составлять 2300 AZcoins. На склады армии, полиции, ТСР и ФБР были добавлены новые предметы рабочая аптечка. Ее можно будет брать в количестве одной штуки один раз в час. При использовании рабочей аптечки она будет восстанавливать 100% ХП вашего персонажа. Данная аптечка позволит быстро восстанавливать ХП во время перестрелок. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось данное обновление. И напоминаю, в данном видеоролике я рассказал те пункты обновлений, которые мне понравились. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Paymaker. Выполнять действия, которые сейчас вывесены на экране, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.